Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусную закуску, которая станет не только угощением для ваших гостей, но и визуальным украшением для любого праздничного стола. Сначала испечем коржи. Берем лист покупного слоеного бездрожжевого теста и раскатываем его так, чтобы можно было вырезать круг. У меня тесто прямоугольной формы, поэтому я его сложила вдвое. Из теста вырезаем круг диаметром 21 см. Тесто перекладываем на пергаментную бумагу, а затем кладем на противень. Точно так же складываем еще один лист теста и раскатываем его на пергаментной бумаге. Вес каждого листа примерно 220 грамм. Снова вырезаем круг диаметром 21 см. Получившийся круг из теста разрезаем ножом на 12 одинаковых частей. Все перекладываем на противень к первому кругу. Одно яйцо разбиваем в мисочку и взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем сверху все тесто. Разрезанный круг посыпаем миндальными лепестками. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 20 минут. Пока выпекается тесто, приготовим начинку. Небольшой пучок укропа очень мелко нарезаем ножом. В миску кладем 200 грамм творожного сыра и 200 грамм сливочного сыра маскарпоне. Сюда же добавляем нарезанный укроп. Все перчим черным молотым перцем. Перемешиваем до однородности. Коржи испеклись, даем им остыть. Складываем закуску. На дно блюда кладем нарезанный круглый корж. Прижимаем его руками, чтобы он частично выровнялся. Равномерно смазываем его приготовленной сырной начинкой. Начинку выкладываем не всю, примерно 80 грамм начинки оставляем для украшения. По желанию блюда можно немного смазать сливочным сыром, чтобы закуска случайно не соскользнула с тарелки при переноске. На сырную начинку выкладываем кусочки соленой красной рыбы. Мне для закуски понадобилось 120 грамм красной рыбы. Небольшой кусочек рыбы оставляем, он понадобится позже. Сверху кладем нарезанные испеченные треугольники. На этом этапе удобно разрезать закуску на порционные куски. Кусочек рыбы, который оставили раньше, нарезаем очень маленькими кубиками. Измельченную рыбу кладем в оставленный сливочный крем для украшения. Все перемешиваем. Крем перекладываем в кулинарный мешок. Ровно отрезаем кончик. Украшаем закуску кремом. На каждый кусочек отсаживаем небольшую горочку. В центре тоже ставим горочку из крема. Каждый кусочек закуски украшаем маленькими веточками укропа. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска с красной рыбой получилась очень красивой и вкусной. В ней прекрасно сочетается сливочный крем и соленая рыба, а коржи из слоеного теста придают этой закуске необычный и праздничный вид. Готовится закуска несложно и достаточно быстро, она отлично подходит для праздничного стола.
Вторыми приготовим бутерброды «Восторг». Они оригинальные, необычные и очень вкусные. Нарезанный батон кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим ломтики хлеба с одной стороны до красивой румяной корочки. И снимаем с огня. Когда гренки остынут, натираем их зубчиком чеснока. Готовим начинку. Берем одно спелое авокадо и отсоединяем его от шкурки с помощью столовой ложки. Авокадо нарезаем небольшими кубиками. Нарезанное авокадо перекладываем в мисочку. Поливаем его лимонным соком и перемешиваем. Это делается для того, чтобы авокадо не темнело. Печень трески тоже нарезаем небольшими кубиками. Я взяла баночку печени трески весом 120 грамм. Нарезанную печень трески кладем к авокадо и перемешиваем. Вареную свеклу нарезаем пластинками. На гренку кладем один кружочек свеклы. Нарезаем его полосками. По желанию свеклу можно натереть на мелкой терке и выложить на гренку. Сверху на свеклу выкладываем смесь печени трески и авокадо. Этого количества начинки мне хватило на 10 бутербродов. Бутерброды украшаем веточками укропа. Сверху кладем ягодку клюквы. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды «Восторг» получились очень вкусными и сытными. Нежная печень трески, хрустящие пикантные гренки и авокадо никого не оставят равнодушными. Приготовьте такие бутерброды, это необычно и очень вкусно.